Обычаи у чукчей в плане семейных отношений были очень интересные. Вероятно, что они сохраняются среди людей этой национальности, которые продолжают вести традиционный образ жизни. Расскажу об обмене женщинами и добавлю еще несколько интересных фактов. Начнем с того, что в заголовке. Обмен женщинами. Чукчи всегда были малочисленным народом. Вот уж главная ценность – это люди. Поэтому каждая женщина, каждый мужчина, каждый ребенок были на счету. А отношения между молодыми людьми, точнее между их родами и общинами, складывались по-разному. Бывало так, что молодому человеку запрещали брать в жены определенную девушку, но любовь зла. Он крал свою невесту, и отношения между семьями накалялись. Правда, и решалось обычно все довольно просто, но необычно. Глава семейства, из которого увели женщину, приходил к самому главному в другом роду и говорил: «У нас украли девушку, давайте нам вашу женщину на замену». И давали. Бывало так, что девушка сама хотела сбежать из семьи. Кому-то из рода жениха приходилось опять же занимать ее место. Так вот чукчи менялись женщинами. Люди были ценны. И это правильный подход, на мой взгляд. А бывало и так, что родители еще совсем маленьких детей договаривались: мы выдадим свою дочь за вашего сына, а вы нам дадите другую, которая выйдет замуж за другого нашего ребенка. Эта традиция мне не нравится. Все же жениться нужно по любви. Лучший вариант. Состоятельный чукотский юноша мог купить себе женщину. Повторюсь, человек – высшая ценность. Но бывало так, что девушку отдавали в обмен на стадо оленей. Как говорится, олени лучше. То есть богатым, и на Чукотке было проще решать свои проблемы. А что же оставалось делать бедным? Был и для них интересный вариант. Парень, у которого не было оленей, мог наняться в батраке к отцу полюбившейся девушке. Сколько он должен был отработать, решалось в индивидуальном порядке. Но потом ему давали девушку. А если хорошо работал, то еще и оленей. Парень мог принять решение остаться в семье. Тогда его считали родным сыном. И имел он все те права, которые были у других сыновей. Хороший вариант, справедливый. Потрудился и получил все, что хотел. В нынешних условиях, конечно, такой способ получения жены лучше не использовать. Слишком много разводов. Поработает парень год-другой, женится, а потом расторжение брака. Получается, зря работал. Хотя можно посмотреть на ситуацию иначе. Например так. Если жена досталась потом и трудовыми мозолями, то муж и разводиться не захочет. И перед тем, как соглашаться на работу, молодой человек 10 раз подумает: а нужна ли мне эта девушка? Стоит ли из-за нее батрачить? Было у чукчей что-то наподобие шведской семьи, когда товарищи обменивались женами, если возникало такое желание. Не знаю, как это расценивать с моральной точки зрения. В принципе, если за 100 верст женщин нет, то можно воспользоваться гостеприимством жены друга. Но тут можно поспорить, так что делитесь своим мнением в комментариях. Был и другой важный смысл во всем этом. Допустим, в одной семье муж или жена бесплодны. А у чукчи, как я указывал, каждый человек был на счету. Помогал завести наследника товарищ. А куда деваться? Либо быть моралистами и смириться с тем, что население сокращается, либо действовать так, как чукчи. Поддержка родственницы. На Руси в свое время было что-то похожее. Если умирал муж, то его родственники должны были поддерживать вдову во всех вопросах. В первую очередь в материальных. У чукчи брат ушедшего мужа должен был взять в жены вдову. Изначально, конечно, делалось это с той же целью, что и на Руси – поддержка. Но нередко имели место между такими супругами близкие отношения. Многоженство. Это могли позволить себе только очень состоятельные чукчи. В принципе, это не особо приветствовалось. Были случаи, когда у мужчины было несколько жен. Первая – старшая. На это закрывали глаза, особенно если жены регулярно приносили потомство. В общем, традиции необычные, но осуждать ни одну из них нельзя. Все делалось для того, чтобы нация увеличивалась количественно. Людей берегли, радовались каждому новому ребенку, горевали, когда опытные крепкие мужчины умирали, женщин ценили по-своему. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.